Здорово, орлы! Ну что ж, наступил 2015 год, и, разумеется, Киномания продолжает выходить в эфир, как обычно. И сегодня у нас новый выпуск Dandy Memories, кстати, 13-й по счету. Вообще для кого-то эта цифра, наверное, какая-то особенная. Многие ее связывают с тем, что различные неприятности будут происходить, если вокруг витает цифра 13, особенно если она выпадает на пятницу. Но я на самом деле во все это не верю, честно скажу. Но поскольку 13-е все-таки число, как ни крути, оно для многих особенное, то и выпуск у нас сегодня такой не совсем обычный и тоже в своем роде особенный. Потому что сегодня речь пойдет не об одной конкретно какой-то игре, а о целой классификации игр, которые, безусловно, имели место быть в жизни каждого, кто начинал играть в Dendy с ранних лет, начинал играть в 90-е. Я думаю, даже те, кто начинал играть в 2000-е, и то сталкивался с этой классификацией игр, потому что это, можно сказать, фундамент своего рода всех игр, которые выходили на Famicom, на NES, на Dendy, все игры, которые выпускались японцами, американцами, китайцами. И китайцы в этом отношении тоже очень преуспели, потому что именно с их подачи этих игр было так много у нас. Вот, это, собственно говоря, игры, с которых начинали все, и, естественно, с них начинал и я. Почему, я об этом, безусловно, сейчас расскажу очень подробно, но чего греха таить, немногие, наверное, эти игры так уж сильно любят, потому что эти игры отличаются от всех остальных именно тем, что они были первыми, и, естественно, в связи с этим они были достаточно примитивными, но, конечно, и среди них были тоже свои жемчужины. В общем, не буду больше оттягивать, сегодня будет речь идти об многоигровых играх, так сказать, тех играх, которые попадались нам на многоигровках, о тех играх, которые выходили в первые годы процветания, расцвета Famicom, и, естественно, которые были у нас в комплекте обязательно. Собственно говоря, Multicard Games в Dandy Memories сегодня. Базовые, начальные, бесконечные, древние, примитивные, простецкие, фиговые, многоигровые. В общем, как эти игры только на самом деле не называли. Но должен сказать, что все эти определения действительно им очень подходят, потому что каждая из них отражает каждую из граней этой особой классификации игр. Начальные, потому что, естественно, мы все с вами с них именно и начинали. Примитивные, потому что они были действительно примитивными. Они были одними из первых игр, которые выходили на 8 бит. Следовательно, они еще не могли показать все, на что способна приставка Dendy, Famicom и так далее. Бесконечные, потому что они действительно, большинство из них считались для нас бесконечными. А многоигровые, потому что именно на многоигровках, черт возьми, они так усердно и часто попадались нам с вами. Да, вот на вот этих вот самых многоигровках узнаете, да, на которых была сзади наклейка с кучей китайских иероглифов со списком игр, которые большинство нельзя было прочитать, вообще пошла нафиг отсюда. Короче говоря, именно вот эти вот многоигровки попадались нам. А почему они нам попадались? Ответ прост. На самом деле, многоигровок вообще из всех картриджей, которых у нас было так много, потому что их было столько же, сколько было на самом деле приставок. Ведь практически, наверное, каждая китайская черная приставка типа вот этой вот имела у себя в комплекте один единственный картридж. Но это не так, как было на Sega. У той, например, был картридж в комплекте с игрой Sonic или Sonic 2. Это было очень круто. Это была крутая игра. Она была обалденна, показывала, на что способна Sega. А у нас в комплекте с дендями шли вот такие вот многоигровки, на которых был список из 1000, 500, 200, 600 и так далее игр в одном, из которых на самом деле разных было всего несколько. И этих картриджей было до хрена, и мы не знали вообще, куда их девать. Но тем не менее, когда появлялась приставка, начинали мы именно с них.
С них на самом деле начинал и я. Но я начинал не со своей конкретной приставки, потому что я приставку Dendy увидел гораздо раньше, чем она появилась у меня. Это было, наверное, еще аж за год до того. Это было у Пашки. И вот у Пашки как раз таки, помните, да, тот самый день, о котором я рассказывал, как мы играли в Марио, как я просто охренел, когда увидел эту игру в первый раз и так далее. Вот, собственно говоря, у Пашки был картридж, который, кстати, как я узнал потом, был стиплеровский. Но приставка у Павла была не стиплеровская. У нее была примерно такая же, как моя Лифа. Она тоже была черная, но у нее джойстики были похожие на мои, но они были, знаете, такие округлые, очень округлые, без всяких ребристых бугров и так далее. И, насколько я помню, на них все было написано белой краской, белым шрифтом, а турбокнопки были синего цвета. Вот, и у Павла тогда, вот в тот самый день, картридж, на котором я и поиграл впервые в Марио, был такой. Это был сборник 35 игр в одном, на обложке которого он был фиолетового цвета, на обложке которого был изображен Марио, был изображен Пакмен. Естественно, этих парней я до того момента никогда не видел и не знал, и вот на этой картинке я увидел их впервые. И вот помимо Марио, у Пашки мы тогда поиграли и в Пакмена, и в Roadrunner, и в Танчинки. И каждая из этих игр, это были самые-самые первые игры, которые я увидел, и это был самый первый картридж, который я в руках подержал. Разумеется, больше всех понравился Марио, но о Марио и так сказано очень много, давайте мы его опустим на сегодня. На этом картридже я поиграл впервые в Танчинки, и Танчинки произвели на меня еще более офигенное впечатление, потому что эта игра была на двоих. Это была первая игра на двоих, которую я в своей жизни поиграл. Играли мы с Пашкой. Вернее, нет. Играли Ветель с Ванькой, а мы с Пашкой сначала сидели как зрители. Но потом и до нас очередь дошла. Танчики это... Ну, в общем, мы о них тоже сегодня еще поговорим, потому что мы коснемся еще позже. Вот. А сейчас я вам лучше расскажу про игру Road Fighter. Вот игра Road Fighter это была первая гоночка, в которую я поиграл. Вид был сверху. И эта гонка, наверное, стала моей самой... Ну, не то чтобы любимой игрой. Но, в принципе, вы знаете, когда... Впервые пацану маленькому показывают картридж с 4 играми, каждая из них становится для него эталонной. Это правда. И для меня стали такими же эталонными эти игры. Но Road Fighter, он был гораздо более динамичный, чем все остальные игры, которые были на этом картридже. И в него хотелось играть очень сильно. Но он был сложен еще чуть ли не больше для меня, чем Марио. Потому что в Марио можно было постоять, подумать, что нажать, какую кнопку, какой прыжок, какой блок разбить. А тут надо было ехать, потому что игра была на время. Вот тогда мне Dendy показала, что такое таймер в игре. Вот, и в тот день, когда мы играли у него, я не помню, вообще удалось ли пройти мне хоть один уровень, но скорее всего нет. Поэтому вот мне просто запомнилось, знаете, что когда я поиграл у Пашки впервые вот в этот картридж, я его больше не видел. И когда мы с ним, я имею в виду картридж больше не видел. И когда мы с ним виделись там через несколько дней после этого, он сказал, что я этот картридж уже отдал, это был не его картридж. И этой игры Road Fighter, вот Марио у него был на каком-то, а вот Road Fighter и Пакмена у него не было. И поэтому я очень надолго запомнил эту игру, но, естественно, я не помнил на тот момент, как она называлась. Ну да бог с ним. Собственно говоря, помимо Road Fighter и танчиков мы играли еще в Пакмена. Но Пакмен, вот Пакмен, блин, вы знаете, мне эта игра показалась на всю жизнь, наверное, одной из самых сложных игр вот из классификации таких простеньких, многоигровых игр. Не удивляюсь на самом деле, просто в этой игре я никак не мог совладать с правильным выбором пути для того, чтобы мне успеть сожрать и все точки, и успеть сожрать все вот эти вот мигающие шарики, которые дают силу Пакмену, чтобы он мог поедать этих привидений и переходить на следующий уровень. У меня была большая проблема вот с этим. Эта игра, она не должна была быть, наверное, одной из моих самых первых, потому что она... Не должна быть игра одной из самых первых такая, которая тебе не оставляет времени на раздумие. Потому что не было у меня еще привычки к джойстику, ничего я не мог еще показать из опыта. И просто вот эти 4 игры, помимо Марио остался со мной навсегда.
Вот эти 4 игры, они продемонстрировали то, к чему нужно готовиться, играя в Денди. То есть ты должен уметь, действительно, вот каждая из них отражает какую-то конкретную линию. Ты должен уметь играть в гонки, потому что в гонках нужно быстро соображать, там таймер и все прочее. То есть быстрые, динамичные игры, это вот к ним она обучала. Ты должен уметь играть в Марио, потому что и ты должен уметь играть в танчики, потому что танчики игра на двоих. В танчиках ты впервые столкнулся, как и в Марио, с пауэрапами. Ты впервые знаешь, что можно брать, что делает и как вообще этот принцип работает. И ты, разумеется, должен играть потом и в Пакмана. Но в Пакмана я с тех пор, наверное, больше никогда толком и не играл. Я не знаю, игры навалились тогда просто огромная прорва, и сейчас о них о всех вам расскажу. Но вот, конечно, вот эта вот первая Пашкина многоигровка, она осталась для меня такой, знаете, незабываемой совершенно вещью. Гораздо больше она мне запомнилась, чем Пашкина приставка. Вот. Но вот с нее у меня все и началось. И продолжилось именно тогда, когда у меня появилась моя первая приставка, это была Лифа. В комплекте с Лифой шел картридж, который вы видели миллион раз. Но я должен сказать вам, что этот картридж тоже был у меня не такой. Дело в том, что несмотря на наклейку Лифа, несмотря на обложку картриджа, несмотря на его черный корпус и на его меню, у меня была такая версия этого картриджа, которую я не видел больше ни у кого. Дело в том, что на этом картридже всегда предусмотрено было, по-моему, 6 игр, да? И, разумеется, среди них должен был быть Марио, да? Но на моем картридже 999 в одном, том самом картридже, который изображен, вот, он не изображен? Блин, он изображен на мануале, ладно. На этом картридже не было у меня Марио, вместо него у меня был Тетрис. Тетрис был знаком мне еще, разумеется, до того, как я поиграл в свою собственную Денди. Потому что Тетрис ходил у нас в виде такой замечательной штуковины под названием Brain Game серого цвета. И что такое Тетрис, все уже знали и без Денди, естественно. Но Тетрис на вот этом вот картридже у меня был тот самый Тетрис от компании Tengen, который, как, кстати, выяснилось, был не лицензионным, но он не был китайским. Просто компания Nintendo не предоставила лицензию компании Tengen на выпуск Тетриса, потому что они выпускали Тетрис сами, по-моему, на Game Boy, и у них и на Nintendo выходил Тетрис, и на Famicom выходил Тетрис. Вот. Но этот Тетрис мне, кстати, когда я уже потом посмотрел на Тетрис, который официальный, американский или японский, мне тенгеновский понравился гораздо больше, потому что был намного прикольней. Потому что в него можно было играть, мало того, что можно было играть вдвоем, там после каждого уровня выходили танцевать человечки, у которых было разное количество в зависимости от разного количества набранных очков. Там каждый уровень менялся цветом, там были, ну, в общем, это был классный Тетрис, и он был гораздо более приколен для меня, чем тот самый Тетрис на Брейнгейме. Вот. Но помимо Тетриса и помимо Марио, которого здесь никогда и не было, но на этом картридже, слава богу, он есть. Здесь были еще такие игры, как Lunar Ball. Lunar Ball, Galaxian, Duck Hunt впервые я поиграл именно на этом картридже. Вообще стрельба по мишеням на Денди это тоже особая такая часть вот этой вот самой классификации многоигровых игр, потому что, насколько я знаю, после того, как начали выходить игры более такие серьезные, типа там Battletoads, или типа там игр от Capcom, там Мегамен или Черный плащ и все прочее. Насколько я знаю, тогда выпускалось очень мало игр для того пистолета, и я могу вспомнить только операцию Wolf, в которой мы, кстати, с Вовиком играли, и несколько разных версий Волт Ганмана. Или это была одна версия. Ну, в общем, там были разные уровни. И, по-моему, вот именно вот эта вот классификация стрелялковых игр, она тоже осталась вот там вот, на первых годах эпохи 8-битной Famicom. И мне из всех этих игр тогда в детстве довелось поиграть только в Duck Hunt и World Gunman, естественно, как и, наверное, у большинства детей того времени. Я играл также в Lunar Ball. Вот когда у меня появился картридж, у меня еще не было, вообще не было в принципе своих
мало того, что не было своих картриджей, которые были с разными более классными играми, там Чип и Дейл, и Ромакоп и все прочее. Это то, что приносили друзья, но это то, что друзья с собой после этого и уносили. И ты как был вот при этом, ты оставался с этим. И вот первые, наверное, месяца полтора мы с Ветером играли вот и в игры на этом картридже. Помимо Тетриса и Галаксиан, кстати, Галаксиан, вообще, знаете, Галаксиан, вот не люблю Галаксиан, если честно. Вот если сравнивать вообще все игры, которые были вот есть вот на вот этом вот сборнике, мне, наверное, больше всего нравится Lunar Ball. Потому что Lunar Ball представлял из себя такой бильярд, который бильярдом, знаете, это как вот просто вспоминается в те времена, как мы играли кубиками и играли шариками между этими кубиками. Мы выстраивали различные туннели, различные локации на полу из барьеров разных, стен и так далее. Вот. И между этим нужно было провести шарик. И вот здесь вот та же самая история, потому что столы в Лунарболе представляли абсолютно удивительные формы. И было очень интересно на каждом из этих столов суметь забить все шарики. Но в эту игру играли мы с Ветером, играли по очереди. Кстати, по очереди играть тоже было весьма интересно. Наверное, помимо Марио, Lunar Ball это первая игра, которую мы играли по очереди. Потому что в Тетрис, например, можно было играть одновременно. Ну ладно, бог с ним. Вот, а Марио, вот на таком самом картридже, на самом деле тоже мне попадался. Но он был не у меня, он был у моей сестры. У меня в деревне жила сестра двоюродная, которая после меня тоже купили Лифу. Кстати, тоже Лифу. Но у нее была Лифа уже чуть-чуть более поздней модели. У нее действительно уже были такие более округлые джойстики. И тоже был точно такой же картридж в комплекте. И вот у нее Марио в этом картридже был. И она не захотела мне тогда его поменять на этот, потому что Марио ей очень нравился. Ну, кому не нравится Марио. Но иногда я брал у нее поиграть в Марио, и я просто офигевал у себя дома от того, что делали с Марио вот в этом вот картридже, от того, сколько здесь уровней, от того, какие они. Именно тогда я увидел уровень Т1, который запомнил на всю жизнь. Но после того, как я этот картридж отдал, по-моему, во второй или в третий раз, играл у нее несколько раз. После этого я у нее уже этот картридж не брал. И до тех пор, пока у меня не появилась вот эта вот самая версия. Вот, разобрались с этим. Следующая многоигровка, которая у меня была, она у меня тоже сохранилась, но, к сожалению, не совсем опять-таки в том виде, в котором она мне впервые повстречалась тогда. Было это тоже в 95-м году, тоже тем же самым летом. Это было у Иры. Когда Ира приехала из Сахалина в Самбек, она привезла с собой Дэнди, привезла картриджи некоторые. Super Mario 8, помните, да, с прошлого выпуска? Вот, и также у нее, помимо всех этих, был еще картридж 8-игровка, который был тоже наполнен именно вот теми самыми, так сказать, примитивными играми. Но на самом деле из 8 игр там тоже было только 4. Все остальные пункты меню это дополнительные уровни этих самых игр. То есть начать со 2 или с 3 уровня. Вот, от этого картриджа у меня, к сожалению, осталась только вот такая вот платка. Но зато это та самая платка, которая была у нее. Вот на этом картридже было 4 игры. Значит, был Циркус Чарли, цирк, который мы так называли всегда. Был Star Force, леталка-стрелялка космического типа. Была игрушка Макрос, которая мне очень понравилась, наверное, больше всех остальных. Сейчас я расскажу почему. И была игрушка, которую мы никак не могли правильно прочитать, называли ее Миллипед. Знаете, может быть она так и называется, но написано Миллипеде. Вот, да. Наверное, буква Е все-таки на конце не читается. И вот в этот вот Миллипед мы поиграли один раз, наверное, у нее дома. И больше никогда его не включали, потому что на фоне остальных 3 он казался очень примитивным, очень простым, очень странным. Потому что вы играете за непонятно что, стреляете непонятно во что, которое на вас спускается непонятно откуда и неизвестно зачем. И поэтому эту игру мы быстро на нее забили. А вот Циркус Чарли, Star Force и Макрос мне понравились тогда очень. Но давайте по порядку пройдемся. Циркус Чарли. Я эту игру не проходил целиком ни разу. И в тот раз, в первые разы, когда мы играли у нее, я проходил первый уровень, который представлял из себя прыжки.
между огненными обручами. Я, по-моему, проходил второй уровень, который представлял себя ходьбу на канате, хотя вот с этим у меня были проблемы, потому что там было одно гадское место с обезьянами, которое я никак не мог преодолеть. Просто я тогда еще шел на пролом, я никогда не останавливался. Я на каждом из этих уровней шел на пролом, поэтому из-за отсутствия тормозов, естественно, нормально их пройти у меня не получалось. Но да бог с ним. Потом был уровень езды на мячиках, был уровень езды на коне, хотя конь этот, по-моему, не совсем конь, это переодетый мужик или два мужика. А может быть просто переодетое животное, на которое нацепили костюм. Но мне все эти уровни нравились. Они мне нравились потому, что не обязательно было в них играть, начиная игру каждый раз сначала. Потому что на этом картридже, вот именно к игре Цирк, был предоставлен выбор уровней. Можно было начать с первых 4, с любого из первых 4 уровней. Но здесь был еще уровень номер 5. Это был последний уровень прыжков по батутам, и нужно было цепляться за метающиеся туда-сюда канаты свисающие. И вот это я сколько ни пытался, я не мог преодолеть даже, по-моему, одного экрана. Я вам честно признаюсь, я и по сей день не могу нормально преодолеть хотя бы больше одного экрана, потому что я постоянно падаю. Я вот с этой физикой как тогда не мог свыкнуться, так и сейчас у меня нет особого желания с ней заморачиваться. Но тем не менее в цирк мы играли толпой, вернее как толпой, Ира, Дэн, Андрей и я вчетвером. Очень это дело любили. Про Star Force мне особо нечего сказать, потому что, насколько я знаю, есть две похожие игры. Есть Star Force и есть Star Soldier, которые я тоже поиграл вскоре после этого. И они обе для меня показались достаточно одинаковыми. Но не скажу, что она для меня лично вызывала какой-то интерес, хотя друзья мои в нее и поигрывали, потому что она была такой достаточно однообразная, хотя там были боссы, до которых я даже иногда доходил. Вот. Но давайте лучше я вам расскажу про игру под названием Macross. Игра под названием Macross, содержащаяся на этом картридже, была сделана по мотивам какого-то аниме, которая, по-моему, была сделана по мотивам какой-то манги. Но, разумеется, об этом действии из нас никто ничего не знал. Вот. Но что отличало игру Macross на фоне всех остальных игр, я думаю, вы знаете что. Это когда вы включаете игру, и вы видите замечательную заставку, как идет чувак в русской шапке-ушанке, подходит к гонгу, бьет в него со всей дури, и начинается вступление, которое запомнилось на всю жизнь. Вот именно ради этой музыки, именно ради этого старта всегда включалась эта игра. Потому что, я не знаю, как они это сделали, но они сделали так, что, включая игру, обязательно захочется играть в нее дальше. Потому что именно музыка тебя к этому располагает. Ведь сам принцип здесь такой же, как, например, в Градиусе. Разве что можно было менять свою форму из быстрого истребителя, который несется вперед. Можно было переключить его на такого трансформера, который летал гораздо медленнее по экрану, я имею в виду медленнее в сторону, но гораздо быстрее метался по экрану и мог отстреливать врагов более эффективно. Вот. И вот благодаря музыке хотелось именно вот играть в эту игру. Но эта игра тоже была до жути однообразная, как и все остальные. Потому что эта игра тоже была бесконечной. И большинство игр, которые довелось поиграть в те времена, действительно были бесконечными. Что значит бесконечная игра? Это значит, что вы играете, проходите уровень 2, 3, 4, потом начинается первый десяток, второй десяток, и вы понимаете, что им нет конца. Потому что во всех нормальных играх, которые появлялись в тот же самый период на разных картриджах, возьмите Чип и Дейл, возьмите Черный плащ, возьмите Русалочку, все что угодно. Там количество уровней не зашкаливает до такой степени, и поэтому вы думаете, что вот как, ну раз в Чип и Дейле ты прошел там 7 или 8 уровней, и игра закончилась, то здесь по-любому должно быть, ну не больше 10. Ладно, там в Принце Персии 14 уровней, хорошо. Но, блин, в Принце Персии написано, что там 60 минут, и значит за 60 минут эту игру одолеть можно. Но здесь абсолютно ничто не говорит вам о том, что там дальше может быть концовка, что там может быть финал. И вот именно поэтому в большинство этих игр из моих друзей никто не играл до такой степени, чтобы дойти до 50 уровня. И вдруг узнать, что ё-моё, в какой-нибудь игре там все-таки есть конец. Вот. И что касается вот именно того же самого Макроса,
он, несмотря на его замечательную музыку, несмотря на его весьма неплохой геймплей, он тоже был бесконечный. И пройдя уровня 3, ты понимал, что они просто повторяются, просто меняется сложность. И ничего нового ты в этой игре больше не увидишь, и музыка уже не производит на тебя такого эффекта, который гонит вперед, и поэтому и эту многоигровку мы тоже вскоре прошли мимо. Вот, далее, когда лето подошло к концу в 95 году, и я привез Дэнди с собой в Ростов на недолгое время, пока папик еще позволил поиграть на его драгоценном фотоне, мой сосед Антон, о котором вы уже наслышаны, тоже мне подогнал один такой свой многоигровый картридж. На этом картридже было написано 21 в одном, но, насколько я помню, на самом деле там было или 3, или 4 разных игры, опять-таки. Вот, но на этом картридже, помимо Марио и нет, подождите, по-моему, там еще был Тетрис. Помимо Марио и Тетриса, которые я уже знал и о которых был наслышан, были еще две игры, которые я доселе не видел в таком виде, в каком они были там. Сначала я расскажу вам про то, что там был футбол. Футбол — это был, наверное, первая спортивная игра, в которую, вот именно нинтендовский футбол, это была первая спортивная игра, в которую мне довелось поиграть в детстве. Я играл в него у себя дома, когда брал у него картридж. И играл, разумеется, на первом уровне сложности, потому что я не знал, что такое скилл, и я не рисковал ничего менять в начальном меню. Я все ставил по дефолту, я брал американцев, потому что они были в списке первыми. И я играл с компьютером, как выяснилось потом, на самом-самом легком уровне сложности. Таймы были по 15 минут, победить компа было, знаете, вот для меня, 7-летнего тогда, было круто на самом деле одолеть вот этот вот первый уровень сложности компа, потому что я не знал, что там есть уровень сложности. Я думал, что нифига себе, они сделали игру, а я такой крутой, могу даже одну команду выиграть, и могу даже выиграть вторую, вы представляете? Там еще не было предусмотрена никакая система турнирная и все прочее, вы просто играли в свое удовольствие, выбирали матч, выбирали противника и играли, без какого-либо чемпионата. И поэтому с кем бы я ни играл, какую бы команду ни ставил, я всех обыгрывал, думал, ну нифига себе, я крут. Вот, и после футбола я поиграл на этом картридже уже хорошо знакомые, известные мне танчики. Но здесь танчики были, они были настолько круче, чем те, которые были вот здесь вот, на моей черной многоигровке 999 в одном. Потому что они назывались Танк 90, а в Танк 90, вернее, Танк 90 это хак, вернее, модифицированный хак китайской компании YS, которые решили разнообразить Battle City, взятый за основу, и добавили туда одну такую маленькую незначительную деталь. Они добавили туда Power-Up пистолет. И вот этот пистолет давал вам, как в обычной игре, то, что давали 3 звезды. Вы собирали 3 звезды в Battle City, вы становились прокачанным танком, могли разбивать белые блоки, которые мы тогда с Ветером называли мрамор. И вот именно когда я поиграл в эту номеровку Антона и увидел, что там есть пистолет и что он дает, вы знаете, нормальный Battle City обычный стал для меня не актуален, он стал для меня скучен. Мало того, что танчики вражеские в Танк 90 появлялись не по одному, они появлялись гораздо быстрее. И то есть игра становилась более динамичная. Так мало того, что еще тут были пистолеты, которые давали такую замечательную штуку, как полный прокачанный танк. И вот этот танк стал для нас просто бомбой. Мы играли у него с Ветером, мы играли у него с Пашкой, мы играли у него с Илей, когда я с ним познакомился. Кстати, это было той же осенью. И вот обычный Battle City после этого уже не был для меня особо актуален, и я его практически никогда больше не запускал. Вы знаете, каково было мое удивление, когда спустя, наверное, лет 5 я увидел еще более охрененную версию Танк 1990, в которой уже добавили Power-Up такой как корабль, который еще и позволял двигаться по воде.
Это меня вообще потрясло. И да, там же еще добавили функцию газонокосилки, что если взять определенное количество звезд или 2 пистолета сразу, вы могли пулей косить всю зелень на уровне. И тут просто динамика уже зашкаливала до предела. И это была самая охрененная для меня версия танчиков. Вот вы не ругайте меня, но действительно обычные Battle City, они всегда были для меня скучны. После того, как я поиграл в танки. И вот благодаря именно многоверовке Антона я и познакомился с такой замечательной модификацией. И на своем собственном картриже она появилась у меня примерно лет через 5, опять-таки.